Друзья, всем привет! Сегодня вас познакомлю с моделью Vibe Voice, которая предназначена для озвучки текста. Я подготовил небольшой ролик, который озвучен различными голосами с помощью этой модели. Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про Vibe Voice от Microsoft. Это современная TTS-модель преобразования текста в речь, которая позволяет генерировать длинные аудиозаписи. Например, диалоги или подкасты продолжительностью 45 и 90 минут с участием до 4 персонажей. Модель поддерживает много языков, в том числе и русский. Имитирует естественные разговоры и умеет клонировать тембр голоса по загруженному отрывку аудио. Vibe Voice доступна с открытым исходным кодом под лицензией MIT, что позволяет использовать ее для своих проектов. Доступны две модели 1.5B и Large. Модель Large намного качественнее, но потребляет больше видеопамяти. Но доступны варианты квантизации в NF4. Что сокращает потребление видеопамяти до 9,5 гигабайт. Сегодня я покажу вам, как в Comfy можно запустить эту модель. Итак, давайте я вам покажу, как установить Vibe Voice на Conf.ui. Переходим в Conf.ui. Если вы не знаете, как его поставить, то в описании под этим видео я вам дам ссылку на видео и на мою портабельную сборку. Там все очень просто. Посмотрите видео и установите. Далее, теперь переходим в Conf.ui. Открываем здесь менеджер, открываем здесь Custom Notes. И сюда вот мы в поиске пишем Vibe Voice. Нам здесь интересны вот эти именно узлы, не вот эти, а вот эти. Почему? Потому что эти узлы поддерживают квантизацию. Если у вас мало видеопамяти, то вам нужна будет эта квантизация. Ну и плюс этими узлами немножко поудобнее пользоваться. Давайте я их открою, посмотрим, что эти узлы из себя представляют. Вот такие вот узлы. Перейдете на страницу разработчика, здесь можете почитать, какие возможности есть. Но на самом деле здесь возможностей не так уж и много, это достаточно простые узлы. Итак, напротив вот этих вот узлов у вас будет черная кнопка Install. Нажимаем эту черную кнопку, выбираем Last, последние версии этих узлов и нажимаем потом Restart. У вас появится красная кнопка Restart, ее нажимаем и перезагружается Conf.ui. После перезагрузки Conf.ui вы сможете перейти вот сюда вот в темплейты, можете вот так вот чуть пониже здесь пролистать и найти здесь Vibe Voice. Вот, например, Vibe Voice. Нажимаем вот сюда, вот у вас открывается уже вот такая вот страничка. И здесь мы нажимаем по вот этому вот рабочему процессу Example. Нажимаем, и у вас открывается вот такой вот рабочий процесс. Чтобы добавить сюда какой-то голос, вот сюда вот нажимаем Choose File to Upload и загружаем сюда какой-то небольшой отрывок аудио, где говорит какой-то один спикер, и желательно без каких-то там больших пауз это должно быть и максимально чисто. Опять же, можно и не чисто, да, но и результат будет тогда у вас звук тоже не чистый. Этот узел достаточно универсальный. Вы можете, скажем, вариант подсунуть там радио каких-то переговоров, и у вас получится голос такой через радио какое-то вещание. Вы можете сюда подсунуть совершенно чистый голос, такой на профессиональный микрофон записанный, и будет, соответственно, голос максимально чистый, качественный. Если вы подсунете такой басистый голос, то будет он басистый. Если подсунете высокочастотный, то будет высокочастотный. На самом деле очень интересные узлы. Благодаря вот такому вот загрузчику очень удобно управлять голосом спикера. Давайте сейчас попробуем сначала включить одного спикера. Например, выбираем здесь вот мой голос, я нажимаю, выбираю свой голос. Далее здесь, соответственно, пишу спикер 1, двоеточие ставлю и пишу всю речь, которую этот спикер будет говорить. А если у вас что-то там не произносится, например, TTS, вот видите, я таким вот вариантом я здесь произнес, TTS он мне говорил, я хочу TTS, да. Соответственно, на русском просто написал TS. Также можете здесь поставить на паузу, посмотреть какие-то еще, может быть, моменты вам кинутся в глаза. Ну, вот, например, цифра 5B, да, вот прописал вот таким вот вариантом. Он неправильно немножко произносил. NF4, N пробел F и 4 уже прописью написал тоже. По поводу варианта с двумя спикерами. Смотрите, сразу вам тоже покажу. Пишу здесь спикер 1, двоеточие, и далее вот такой вот вопрос. Виктор, что такое Vibe Voice? Далее спикер 2, опять же двоеточие, второй спикер отвечает. Далее опять первый спикер спрашивает, и второй спикер отвечает. Пробелов, там никаких пропусков строк не нужно делать. Далее мы снимаем байпас с второго узла, и здесь мы тоже нажимаем, выбираем второй голос. У нас, соответственно, первый голос вот сюда вот подается, второй голос сюда.
Но прежде чем запускать генерацию, давайте сначала поговорим про настройки этого узла. Здесь в самом верху у нас есть выбор модели, и VibeVoice стоит использовать только с моделью Large. 1.5B – это совсем слабая модель, она очень некачественные результаты будет выдавать. Модель Large, она достаточно требовательна к видеопамяти. В чистую она у вас будет требовать около 21 гигабайта видеопамяти. Естественно, она там что-то будет перебрасывать в оперативную память, но это будет уже очень долго. Но вот эти узлы, они очень интересны тем, что здесь есть квантизация на лету, Quant LLM Q4, мы включаем эту галочку и получаем квантизацию модели формат Q4. Эта модель уже значительно будет меньше потреблять видеопамяти, 9,5 гигабайт она где-то потребляет. Но с выбором вот этой модели, конечно же, немножко подрезается качество, то есть качество звука становится прям чуть-чуть послабее. А далее мы здесь можем выбрать тип внимания. Самый быстрый тип внимания это Sage, но у меня что-то он не очень хорошо работает. Flash Attention тоже работает, нужно его только будет дополнительно поставить. Я вам советую начать с SDPA, и в принципе я вот на SDPA работаю, меня устраивает и по скорости, и по качеству. Мне кажется, это оптимальный вот вариант здесь. Далее CFG Scale, здесь по умолчанию стоит значение 1.3, можете его оставить, я предпочитаю поставить немножко побольше, 1.6, мне кажется, немножко получше, поточнее результат. Теперь Inference Steps, это количество шагов генерации, по умолчанию здесь 10 шагов предлагается, это вполне уже неплохое качество, но 15 шагов, на мой взгляд, немножко покачественнее звук получается. Далее, сид мы здесь можем поставить как фиксированный, так и случайный. Если случайно, соответственно, генерация будет каждый раз новая. Следующий параметр это Do Simple. Если мы его выключаем, то параметры Temperature и Temp выставляются на автомате. Если мы его включаем, то вот эти параметры уже выставляем вручную. И, соответственно, мы можем немножко подстроить это все под нужный нам результат. Также параметр Top Key становится тоже доступен в том случае, если вы включаете Do Simple. Это вариант выборки. И следующий параметр Force Offload, он выгружает эту модель VibeVoice из видеопамяти, тем самым ее освобождает для последующих каких-то там работ. Теперь давайте смотрите, нажмем вот сюда, вот перейдем в репозиторий, здесь видите, модель это недоступна. Но если вы перейдете в репозиторий непосредственно узлов вот этих вот, вы здесь можете чуть ниже найти вот эти вот модели. Модель, например, большая, нажимаем Hugging Face. Это другой немножко репозиторий, и здесь эти модели доступны. Смотрите, вы можете скачать эти модели вручную, но это делать на самом деле не обязательно. Модель это должна скачаться у вас на автомате при первом же запуске, поэтому обратите внимание на консоль, что там происходит, наверняка модели эти загружаются. Если у вас эти модели на автомате с Hugging Face не скачиваются, то пропишите в переменной среды Windows. Этот токен Hugging Face вы можете создать в своем личном кабинете Hugging Face и после этого прописать его в переменной среды Windows. Но если у вас все равно не получается скачать эти модели, то переходим на страницу разработчика, нажимаем по вот этой ссылке, переходим на Hugging Face, File and Versions и скачиваем все вот эти вот файлы, помещаем их в подпапку VibeVoice Large. Давайте я вам покажу, где эти модели хранятся. Открываем папку ConfUI, переходим в ConfUI, переходим в папку Models. Здесь немножко ниже находим папку TTS. Если ее нет, то создайте эту папку. И вот здесь у вас должна быть папка VibeVoice. Если ее нету, то создайте эту папку и сюда опять же заходим. Здесь у вас модель VibeVoice-Large должна находиться. Вот такая вот папка, так же как и в Hugging Face она называется. И, соответственно, вот здесь уже все вот эти вот файлы находятся. Давайте запустим генерацию, посмотрим, что у нас получилось. Генерация пошла, смотрите, примерно 5,4 итераций в секунду на 50-90 происходит, и это вариант с Q4. Я ее сейчас включил, давайте посмотрим на потребление ресурсов. 34% видеопамяти у меня расходуется, давайте откроем диспетчер и посмотрим, сколько конкретно у меня потребляется. 10,5 гигабайт, это с этим стримом, без стрима это 9,5 гигабайт, я засекал. Итак, генерация у нас завершилась, это заняло у меня 90 секунд, вот такой вот текст сгенерировался, это на квантованной модели. Если я отключу, будет по скорости примерно то же самое, может быть чуть-чуть там побыстрее, но качество будет немножко прям получше. Давайте теперь я запущу то, что у нас получилось, послушаем. Виктор, что такое VibeVoice? Это исследовательская ТТС-система от Microsoft для выразительной генерации длинных аудиодиалогов вроде подкастов до 90 минут и до трек договорящих. Как она работает внутри? Использует два токенизатора – акустический и семантический. На частоте 7,5 Хц для компрессии аудио и экономии вычислений, плюс LLM и диффузионную голову для генерации качественного звука. Какие версии модели доступны? Есть версия на 1.5 ба параметров, контекст до 60 стринг токенов, 90 мин, и большая 7 ба 25 мин,
а стриминг-версия на 0.5 ба и в разработке. Какие ограничения у модели? Только английский и китайский языки, без фоновой музыки или шумов, не поддерживают пересечение голосов и исключительно для исследований. Смотрите, я вам сейчас сразу скажу, не только английский и китайский, конечно же, вот сейчас на русском вам все это вещается, он много языков понимает, здесь немножко неправильно, это чат GPT сформировал. И если у вас есть в записи, которую вот сюда вот подгружаете какая-то музыка, есть возможность эту музыку тоже включать, скажем, просто прописывая здесь, например, музыка слова. Далее у нас вот такой вот узел используется в базовой схеме для сохранения. Если мы нажмем вот сюда, вот, то мы можем сохранить то, что у нас получилось, результат, и сохраняется он в формате FLAC. Но есть и вот такой другой вариант, MP3, мы можем вот нажать и сохранить уже формат MP3 более привычный. Вот такая вот модель Vibe Voice, на мой взгляд, очень интересная, плюс поддерживает русский язык. Еще я слышал то, что она вообще должна быть эмоциональной и, по идее, должна поддерживать какие-то теги. Но здесь эти теги пока не поддерживаются, и я не знаю точно, есть ли они вообще или нету. Но если она еще эмоции будет поддерживать, это будет намного интересней. На этом, в общем-то, все. Пользуясь случаем, вас хочу пригласить на свой Boosty, там много различных других видеоматериалов, плюс есть подробные инструкции и все необходимые ссылки. Также вас приглашаю на свой телеграм-канал и большой телеграм-чат. Также, если вы интересуетесь веб-интерфейсами Automatic Forge ConfUI, то приглашаю вас на свои системные курсы по этим веб-интерфейсам. Более подробную информацию вы можете найти на сайте stablediv.ru, ссылка будет в описании под этим видео. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения. Всем пока.